Майкл, спасибо вам большое за выступление. Очень интересно. У меня в продолжении этого выступления вопросы, касающиеся экономики впечатлений. Если мы говорим о действительно, когда мы развиваем впечатления и развиваем сервисы и продукты в сторону как раз этого, на что лучше сделать акцент? На сервис клиентский, развивать в первую очередь впечатления с этой стороны, или на продукт, или на бренд? Реально нужно все. Это сложно, потому что нужно все, и эволюция бизнес-моделей от продукта-центричной до клиента-центричной до, наконец, отношения центричные. Вот это требует, чтобы в первую очередь было все хорошо на уровне сервиса и обслуживания текущих продуктов. Дальше, возможно, начинать объединить разные продукты и разные user journeys, чтобы генерировать комплексные решения для клиента. И дальше, возможно, управлять отношениями с клиентом, чтобы каждый раз, который есть жизненные события, какая-то потребность, есть вот такие комплексные решения для него или для нее. Тогда что делать первый? Это сложно ответить. Нужно хороший бренд, нужно хорошее предложение, нужно хороший подход к управлению отношениями. Обычно то, что не хватает в разных бизнесах, бизнесы умеют как продать свой товар или услуг, и они умеют как обслуживать свой товар или услуг, и навыки, и процессы, и системы для настоящего управления отношениями не хватает. Тогда, и то, что мы обсуждали в презентации, почти все системы CRM, Customer Relationship Management, они не настроены, чтобы управлять отношениями. Они настроены на интенсивный рост продаж. И это не имеет пользы для клиента. Клиент не будет оценить организацию и говорить: да, они очень хорошо кросс-продали меня. Это сложно. Если бизнес настроен, насколько этот бизнес может сопровождать определенный результат для клиента, добавление ценности в жизнь клиента, это уже хорошо. И это, наверное, надо сосредоточиться на этом в первую очередь. Какую ценность мы создаем в жизни клиента от нашего бизнеса? И каждый уже выберет для себя, в какую сторону ему двигаться, в зависимости от того... Зачем бизнес там? Если это бизнес только чтобы продать айфоны, или продать кредитные карты, или продать машины, или членство в спортзал, какую ценность это приносит для клиента? Если бизнес настроен, чтобы сопровождать определенный результат, это другой мир. Как большой организации, как большую организацию трансформировать с точки зрения смены фокуса на клиента и на выстроение долгосрочных отношений с клиентом? Ой, очень, очень хороший. И вот вопрос, который был раньше, тоже интересно. Что делать с фронтлайн, те люди, которые общаются с клиентами? И есть момент там, который интересно. Если эта трансформация или если форма мышления клиентоцентричная, отношения-центричная не находится на каждый уровень организации, будет конфликт интересов. Как пример, если руководство говорит, нам нужно больше объемные продуктовые показатели и больше прибыль, и потом они говорят на фронтлайн, вам нужно быть клиент-ориентирован или клиентоцентричным, есть огромный конфликт, потому что сама мотивация не совпадает. И очень часто мы имеем это в бизнесе, где на фронтлайн, вот те, которые общаются с клиентами, мы говорим: окей, целый ряд показателей про качество и качество контакта с клиентами и так далее. Но доминирующие показатели — это сколько вы продали сегодня. И если вы не продали достаточно из этой продуктовой категории и этой продуктовой категории, вы наказаны или не получаете бонус. И это конфликт, который там есть. Тогда, в первую очередь, чтобы трансформировать организация должна иметь возможность мерить эффективность с точки зрения на экономики единицы клиента. Не только на продуктовой категории. Но если, пусть продуктовые показатели будут, но пусть тоже клиент-ориентированные показатели будут, потому что это важно. Дальше от этого это форма изменения мышления и общей стратегии организации. Нужно мигрировать из старые продуктовые подходы и показатели до новые клиент-ориентированные подходы и показатели. И это эволюция, это не за один день, к сожалению. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите.
по вашему опыту, кто лидер должен быть, как лучше проходит трансформация, кто меняет мышление? Это сам лидер, да. Это сам CEO, гендиректор, даже то, что я сказал в презентации, если это словарный запас был тоже у совет директоров, это очень важно. Мы, если смотреть, не знаю, 10 лет назад и в разговор с членом совета директоров компании или банка или что угодно, и сказать про корпоративную культуру или качество отношений с клиентами и так далее, вот этот разговор просто не происходил. Сегодня в современных организациях, даже на уровне совета директоров, они думают о лояльности, срок жизни клиента, качество отношений и так далее, и общая корпоративная культура. И культура играет огромную роль в любой трансформации, и это просто так. То есть вы чувствуете, правда, эти изменения, что действительно организации меняются и смотрят в сторону клиента? Да, происходит так. Сначала начинают говорить так. Сначала было клиент-ориентирован, да. Сначала это словарный запас появится в общей как-то разговоре у людей. А потом в какой-то момент появится, наверное, хотя какое-то измерение где-то, какой-то показатель, и потом должны менять сам бизнес-процессы, подходы и так далее. Я всегда говорю, продукт-ориентированная организация – это организация, которая понимает хорошо, как продать и обслуживать свой продукт. Да? Клиент-ориентированная организация или клиентоцентричная – это когда они начинают думать, что нужно моего клиента, что ему нужно, что ей нужно, и как я могу лучше генерировать этот результат или сопровождать этот результат. Отношения-ориентированная организация – это то, что думает на длинные, долгосрочные отношения и думает, окей, когда появится эта потребность у моего клиента, я буду готов, и я смогу решить комплексные жизненные события по пути. И даже есть такой концепт цикличной покупки, да? Допустим, человек, который покупает новые машины сегодня, наверное, через 3-5 лет захочет еще новые машины купить. Да? Тогда уже думая об этом сегодня, если отношения центрично ориентированная организация, я уже не думаю только о покупке машины сегодня, но как моего клиента может лучше, более эффективно, более удобно купить все машины в жизни. Это какой-то другой форма мышления. Всегда начинается использование слова, и в какой-то момент уже находится в изменении настоящих процессов, подходов и показателей в бизнесе. Ага, и вот еще один у меня последний вопрос. Можно ли сказать, что создание экосистемы вокруг клиента это может быть хорошим кейсом, хорошим примером как раз отношенческо ориентированных, допустим, возьмем Blackstar. Они кормят клиента, одевают, они его стригут, они делают тату, и клиент слушает музыку. Вот это, по вашему мнению, хороший кейс? Давай можем сказать так. Blackstar, и я не хочу как-то обидеть, это хорошее объединение разных продуктовых подходов под один бренд, который стал очень популярным. Пока интегрирован предложение для клиента, который реально интегрирован под определенное как-то комбинирован, синхронизирован ценообразование и так далее. Там то нет. есть user journey как раз это индивидуальных предложений под зонтика один бренд. Тогда они используют силу бренда, чтобы лучше продвигать разные продуктовые предложения. Пока. Потенциал имеет огромный, чтобы стать реальной экосистемой с интегрированным ценообразованием и так далее. Потенциал огромный. С точки зрения экосистемы, хочу сказать, если сама организация не умеет управлять свои продукты хорошо, очень сложно будет управлять комплексные продукты, где есть разные партнеры со своей user journey, свои продуктовые компоненты внутри. Потому что если я не умею иметь хороший порядок в моем доме, очень сложно как-то управлять порядок у всех. Да? И это проблема. В экосистеме очень часто они бывают такой
оркестрирован, не хореографирован, можем сказать. И это создает конфуз для клиента. И это чисто marketplace, если без этого сопровождения, оркестрация, хореография, которая может быть там. Если у меня marketplace, это только каталог, все потенциальные возможные вещи, которые можно купить. Когда говорим про экосистему, должна быть там поддержка, планирование, экспертная оценка, обучение, те вещи, которые реально помогают клиенту понимать, почему вот этот компонент лучше для меня, чем тот компонент и так далее. И очень сложно сказать, что есть организация сегодня, которые готовы на той уровень хореографии, допустим, или оркестрация вот этой экосистемы. Тогда сейчас я боюсь, что все попытки внедрить экосистемы будут ничего больше, чем маркетплейсы. Огромный каталог без сопровождения. Понятно. Это эволюция. Да, слушайте, на самом деле, продолжая дискуссию, мне кажется, что технологий еще не хватает для того, чтобы как раз сделать этот омниканальный подход. Да. Нужна технология, какая-то базовая. Ближе. Сначала было слово, есть осознание, сейчас потихонечку технологии протянутся, потом притягиваешь процессы. И... Супер. Да. Спасибо. Спасибо вам большое, было очень приятно. Anytime. Спасибо.